Здорово, работяги! Чё, соскучились по новеньким видосам? Я тоже по вам соскучился, и у меня для вас есть кое-что интересненькое. Давно мы с вами не погружались в мир сталкероподобных игр. Я искал достойные вашего внимания игры и нашел. Уже как несколько лет существует один занимательный проект под названием StalCraft. Если так посмотреть, наверное, любой скажет, что это же Майнкрафт с модами. А не тут-то было. Это самостоятельная игра, и она разрабатывается уже более 7 лет отечественными креаторами, что внушает доверие и создает кучу вопросов. И вы спросите меня, что же там такое происходит и почему уже довольно долгое время проект пользуется спросом у игроков. Сейчас все покажу. Меня самого совсем недавно заинтересовал StalCraft, и я все-таки решил скачать игру, посмотреть, что там вообще происходит и стоит ли вообще играть в нее в 2022 году. И как спойлер добавлю, что я был крайне удивлен тем, что увидел. Присаживайтесь поудобнее, готовьте чай, печеньки, бутерброды и начнем. В этом видосе я не хочу показывать вам каждое задание. Разжевывать и топтаться на каждом моменте на полчаса – это в первую очередь обзор. Я расскажу о всем, что я видел в StalCraft как новичок. В целом поговорим о игре и ее элементах. Если вам интересно прохождение всех квестов от меня с монтажом и приколами, видеогайды по квестам и прокачке, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ради вас я сделаю персонажа с нуля, и мы вместе с вами пройдем всю сюжетку игры. А вот на этом тайминге будет послание для подписоты, не пропустите, там будет очень важная информация. Эту игру мне посоветовал один мой хороший тиммейт, с которым мы прошли Destiny и играли в Unturned. Сперва я не особо откликнулся на его предложение, подумал, что это просто сервер в Майнкрафте. И как-то через год я посмотрел пару роликов, которые мне порекомендовал YouTube. Там были просто гайды, и меня очень заинтересовало то, что я увидел. Залетел на официальный сайт игры, зарегался, скачал и установил игру. Ну и приступил к постижению икигая в StalCraft. Кстати, у меня состоялся разговор с разработчиками, и они предложили всем моим зрителям вот такой стартовый набор, который сильно забустит ваше прохождение, и вам будет проще добраться до мидгейма. Просто я начинал без бонусов. Если кому интересно залететь в StalCraft с двух ног, то бонус будет не лишним. В описании ссылку я оставил. Кому интересно, забирайте. Первое, что вас встречает, это создание персонажа. Оно тут крайне простое. Вам нужно только лишь ввести никнейм вашего будущего сталкера. Я решил назваться Егорка Меткий. А что, вполне по-сталкерски и вписывается в атмосферу. Заходим в игру. Теперь нам предстоит пройти обучение. Мы будем играть за бойца с позывным «Голос». Его задача доставить артефакт своим союзникам. Тут нам все подробно расскажут, как перемещаться, карабкаться по стенам, лечиться, пользоваться инвентарем и стрелять. Прикольная механика, кстати. Вы можете отмечать противников на любой дистанции. Даем пару хедшотов в этой пыльной буре и спускаемся на лифте, забирая с трупа бывшего товарища калаш и пистолет. Ниже на этаже отстреливаем всех противников, лутаем пушки поэффективнее и проходим дальше к цели. И тут я не могу не отметить проработку мира и графику. Хотя это и кубач, и что вообще тут можно от него ожидать? Но блин, я готов отдать должное разработчикам. Они сделали очень приятную картинку, которая даже толком ресурсы не жрет. У меня Майнкрафт лагает, а StalCraft с таким миром и проработкой работает в 150 FPS. Небольшая дымка, моргающие лампы и мониторы – это придает мощную атмосферу, которую я не испытывал с момента прохождения мода Anomaly. Развалив пяток противников в серверной комнате, нужно пробиваться к союзникам, которые уже ждут на вертолете, и как не вовремя выброс. Расстреливаем врагов и забираемся на лестницу. Как тут же нам показывают синематик. Наконец-то. Готовьте лабораторию. Заставил ты нас поволноваться. Думали уже улетать. Без тебя. Немного предыстории. В зоне, когда процветало сталкерство, артефакты сыпались рекой, и между группировками была относительная гармония, все занимались своими делами и исследовали территорию. Первые артефакты были принесены на изучение, и выяснилось, что ими можно лечить людей и использовать их в качестве источника энергии. И тут в зону поперлись толпы народа, которые делились на две группировки.
сталкеры, которые следовали законам первопроходцев, и бандиты с более простыми понятиями, и собственно они тут ради наживы. Совершенно случайным людям, не связанным с зоной, начали сниться кошмары со странным большим и ярким голубым шаром. После этого люди собирались и уходили в зону, а все, кто сумел добраться туда, их называют блаженными. Теперь нам дают выбор группировки – сталкеры и бандиты. Ну, тут выбор не очевиден. Сталкерами я наигрался, всю сталкерскую романтику я прочувствовал еще в самом сталкере. Я решил взять все-таки бандитов, так как мой персонаж будет преследовать цель наживы и все, ему больше ничего не надо. Ну и еще потому, что именно бандит сможет вступить в группировку наемники. Это меня 100% подкупило. Банальная долг и свобода — это уже в прошлом. Если что, добавляйтесь, друзья. Напоминаю, что мой ник Егорка Меткий. Можем поиграть вместе в отряде. Начальные задачи постепенно погружают новичков в происходящее. Липа, обучающий прикольный НПЦ, проведет вас по вступлению. И знаете что? Я сдох в первой же попавшейся аномалии. При смерти вы теряете только патроны, которые не упакованы в аптечки и части мутантов. Предметы с замочком и сумки с аптечками-патронами не выпадают. Оружие и броня тоже остается у вас. Также выпадает сумка с ресурсами, и открыть ее может только владелец. Если ее возьмет кто-либо другой, он ее может только очень дешево продать скупщику или отправить вам по почте. Был случай, когда меня снял снайпер на агропроме, а у меня была куча ресов, и как же мне было обидно. Но через 5 минут он прислал сумку по почте со словами «не теряй больше». Здесь очень прикольная визуализация аномалий и их принцип действия. Можно бросать болты перед собой и проверять их на опасность. Есть аномальные зоны, где этих аномалий не счесть, а в этих зонах спавнятся артефакты. Но дело еще в том, что они, как по канону, появляются строго после выброса. Поэтому как только вы переждали выброс, бегите лутать арты и их продавать. Для этого не забудьте защитный костюм и потом чуть попозже купите детектор. Артефакты вообще нужно изучить на базе с ученым, и потом вы увидите его полные параметры и то, сколько он проживет и сколько будет примерно стоить. Их можно использовать чуть дальше, на средних этапах игры. Увы, я пока не докачался. Если вам интересно, пишите коммент, хотите ли вы ролик про арты. Или объясните, если вы опытный, как там все работает, чтобы новички просветились в этом плане. Игра PvE и PvP ориентирована. У вас общие локации со сталкерами и бандитами. Территории не разделены. И можно забежать на сторону противника и отхватить люлей от игроков. По миру бегают разнообразные монстры. Собаки, плоти, кабаны, кровососы и другая нечисть, знакомая нам по серии игр Сталкер. Мобы красивые, с хорошими текстурами и обученным ИИ. Кроме мутантов есть бродящие по миру сталкеры, управляемые искусственным интеллектом, которые движутся по разным блокпостам и стреляют монстров. Заняться тут точно есть чем, так как на карте есть динамические события по зачистке логова мутантов или сталкеров. Дальше по игре у вас будут появляться больше событий с разнообразными задачами, но новички пока будут проходить вот такие зачистки. За чистку лежанки мутантов или блокпоста сталкеров вам дают ресурсы на покупку нового снаряжения. С монстров тоже падает лут, там всякие хвосты, головы, глаза и прочее. А со сталкеров дропаются аптечки, патроны и ресурсы. Квесты потихонечку направляют нас по сюжету, и я добрался до шамана, который знает многое о блаженных и поможет мне найти этот синий шар и разобраться, для чего это все вообще происходит. Тут я узнал о группировке санитаров, которые уничтожают всех блаженных и считают их паразитами, недостойными жить. Нам нужно внедриться в группировку, и для этого нужно припугнуть сапожника на кордоне, а Дырокола найти и убить. Кстати, вот с этим заданием по убийству Дырокола у меня возникло много проблем. Во-первых, нужно найти его на вражеской территории, прямо на одной из баз, на которых постоянно ошивается как минимум 2-3 сталкера. Ну, делают там квесты. Я умер там раз 5 до того, как понял, куда идти и как пробраться с диверсией, чтобы не убили. На насыпи там творится постоянная война между бандосами и сталкерами. Тем, кто хочет ПВП, прямиком туда. Воюйте на здоровье. Сюжет очень неплохой. Сценаристы его не просто засунули в игру, а продумали до мелочей. Он дословно нелинейный, и я не шучу. Например, по сюжетке мне для внедрения как тайный агент в санитара нужно было убить Липу, парнягу, который нам помогал в самом начале. Я долго думал, убивать его или не убивать, и все-таки тяжело, но решился. Мне было больно, я думал, что делаю это для задания. Но подлый желтуха
Разыскал всех свидетелей из предыдущего задания, которых я не убил и хотел спасти. Меня разоблачили и пришлось вынести всю базу санитаров. Если вкратце, есть блаженные, то есть мы, шаман, как наш путеводитель, который помогает нам найти голубой шар, и санитары, которые хотят убить всех блаженных, а сам голубой шар находится в руках ученых, которые хотят использовать силу шара в своих тайных целях. Даже в сайд-квестах сюжет есть. Есть отсылки, которые знакомы нам всем. Тот же персонаж К, который возомнил себя змеей. Это пасхалка-отсылка к советскому мультику Маугли. Добрался сквозь лианы и тростник. Оружие и броня. Как тут вообще что-то купить, прокачать и начать барахлиться разностями? Для начала вам нужно прокачать репутацию поселения. Она качается за закрытие событий и заданий. Заходите к торговцу и выбираете нужную категорию, смотрите, сколько ресурсов вам нужно и какой уровень репутации. На самом деле репутация фармится нормально. Не быстро, но и не медленно. За первые 3 дня я прокачал максимальную репу начальной локации и мог купить почти все, что угодно, доступное от этой репутации. Броня разделяется на несколько категорий. Есть броня чисто под войну, против аномального воздействия, и есть что-то комбинированное и так далее. Можно покупать устройства типа металлодетектора, улучшить ПНВ, купить рюкзак, контейнер для артефактов и полезные гаджеты для поиска ресов и артов. Тут полное раздолье, во что вкладываешься, то и получаешь. Броня тут реально решает, можно бродить по сложным аномальным зонам и выдерживать больше попаданий. Оружие качается аналогично броне, все начинается с серых стволов, которые ничем не примечательны, и потом все выходит в прокачанную пушку с высоким уроном и редкостью. Оружие можно перекрасить и даже заточить до плюс 15 специальными наборами, которые увеличивают пассивные параметры оружия, что будет полезным. Типов оружия тоже много. Есть почти все, что нужно. Пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперки и дробовики. А самое главное, что на все пушки можно ставить модули. И кастомизация тут широкая. Можно установить понравившиеся модули и балдеть от того, что ты обвешал свою пушку, как тебе захотелось. Если у ствола нет планок для установки, их можно исследовать и купить, и повесить на ту же Мосинку современный прицел. Любителям ганпорно 100% зайдет, тут есть чем заниматься. Расходники. Ну, тут есть несколько особенностей. Помимо аптечек, еды, гранат и бустеров для увеличения выносливости есть бронеплиты. Они становятся в слот бронежилета и поглощают урон. Например, керамическая пластина хавает 100% урона, но быстро ломается. А другие пластины поглощают часть урона, но там больше брони и живут они дольше. Расходники зачастую недорогие, и купить можно все, что нужно для рейда по доступным ценам. Фарм ресурсов – это тот момент, о котором я хочу вас предупредить. Если вы серьезно заинтересовались проектом, то вы будете в какой-то степени фармить ресурсы. Это нужно будет, чтобы покупать снаряжение. Хотите двигаться по сюжету, покупайте снаряжку и качайтесь. Не всем нравится гринд и фарм в любых проявлениях, но я к этому лояльно отношусь. Зашел ненапряжно пару дней пофармил ресурсиков и все, можно себе спокойно что-то там купить. Ну, короче, я вас предупредил. Комьюнити очень важная составляющая в этой игре. Бродя по миру игры, я сталкивался с абсолютно разными игроками и попадал в необычные ситуации. Однажды я случайно убил игрока на болотах, он лежал и так жалостливо на меня смотрел, что я взял и поднял его. После чего мы разошлись. Такие моменты человечности пробуждают больше желания помогать другим и не забирать чужие рюкзаки. А иногда попадаются ПК-шеры, которые кемперят на одной точке с прокачанным стволом и фармят нубов, которые и сделать толком ничего не могут. Но, к счастью, большинство игроков высокого уровня шарятся в глубине зоны. Ну, вот разные случаи у меня были, абсолютно, но все равно можно сделать вывод, что комьюнити тут нормальное. Можно найти тиммейтов, благо функционал позволяет, и даже завести друзей. Хотя, блин, ПКшники и моральные уроды тут тоже свои есть. Ты поубиваем их, что тут делать? Дорогие работяги, начался 22 год. А это значит, что ролики на моем канале будут выходить чаще, и это не шутки. Ваша активность под видосами и то, что у нас уже стало больше 2000 человек, меня настолько смотивировало, что я аж прослезился. То
То, что вы смотрите и комментируете, это очень ценно. Спасибо большое. Я буду стараться для вас делать по 2 ролика в месяц. Времени у меня стало больше, и для вас я готов пилить контент. Что хочется сказать по итогу. В общей сумме я наиграл свыше 50 часов в StarCraft. И могу вам посоветовать, стоит ли играть в StarCraft в 2022 году. Итак, StarCraft сейчас активно развивается. Тем более в скором времени обещают крупное сюжетное обновление, которое я с нетерпением жду, чтобы узнать, что там дальше. В игре приличный онлайн, средний это 5-8 тысяч в час пик, а это значит, что тут есть с кем играть. StarCraft одобряет командную игру, да и играть в отряде будет веселее, есть voice-чат и можно общаться спокойно. Я не жалею потраченного времени на игру, ни часика. Я пережил очень много эмоций: злость, разочарование, скорбь от убийства Липы, потерю лута, гнев на ПКшников и радость от добытого хабара и восхищение от сюжета, где ваш выбор может повлиять на события в будущем. Огромный выбор оружия, брони, качайся в любом направлении, которое нравится, есть чем заниматься в игре, в любой момент можно встретить врага. Атмосфера соблюдена и настолько хорошо передана и адаптирована под свои реалии, что просто мое почтение. Я даже встану похлопаю. Вот сейчас. Ага. Спасибо! Спасибо. Было вот реально, поиграл, вот довольный вообще. Спасибо большое. Да, как и любой онлайн-проект, игра не лишена недостатков. Есть всякие моменты типа донат игроков, которые закинули 5к в игру и убивают всех направо и налево. Ну, таких очень мало. Основа — это тру-сталкеры, которые своим честным трудом добывают все снаряжение. Гринд не дает быстро прокачаться и одеться. Нужно фармить и тратить часы времени на покупку брони с модулями. Ну и конечно же эти бесящие аномалии, которые засасывают персонажа мертвой хваткой и убивают невнимательного Егорку Меткого. Стоит ли играть? Да, проект стоит того, чтобы вы его оценили лично. Зайдите, скачайте и попробуйте. Я сам сначала не понимал, что вообще тут происходит, и привыкал к необычной графике, но со временем я пропитался атмосферой игры. Зона сама вас оденет, даст пушку, броню и поведет по заданиям, а уже потом можно сделать для себя вывод, нужно ли здесь задерживаться или это очередной проходняк. Ну и на этом итог моих первых 50 часов в StarCraft заканчивается. Это был очень долгий и тернистый путь сквозь аномалии и недружелюбных сталкеров. Я 100% буду продолжать играть, потому что очень хочу прокачать себе крутенький броник и пушку. Вам большое спасибо, что вы провели со мной это время и досмотрели до конца, это очень ценно. Напишите хоть как там у вас дела и как отметили Новый год, все прочитаю и отвечу. А если вы еще не подписаны на канал, то присоединяйтесь к моей небольшой ламповой армии диванных войск. Ну и конечно же влепите лайкосик, а то я старался сделать крутой обзорчик и как-то грустно становится от того, что нет активности под роликом. А я пойду доедать оливье, спасибо, что смотрели, и до встречи, работяги.